Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, и сегодня мы поговорим про ароматы, манки, те, которые цепляют, которые вот хочется, если ты где-то услышал, то как-то их разгадать, еще раз почувствовать. И первый аромат, о котором я хочу рассказать, это хорошо известная черная орхидея Tom Ford. И у меня туалетная вода. Она вышла в прошлом году. Есть еще более ранняя версия, но у меня вот эта, и мне она очень нравится. Она более легкая, чем парфюмерная, естественно, чем предыдущая туалетная вода. Она стартует очень ярко, то есть это может быть обманчиво. Старт у нее довольно громкий и отпугивает, но потом она усаживается и звучит очень нежно. Я его носила в самую жару. То есть представляете, да, в жару, что попало на себя, не наденешь. Здесь есть шоколадные нотки. Друзья, представляете, кто у нас вылез? Сейчас вам покажу. Ты моя бусинка, ты моя хулиганка, ты мой хорошенький, ты мой сладенький, ты мой золотой. Ты мой золотой, да, мой сладкий, да. Так, сейчас мне ее нельзя на себя сажать, она начнет цепляться. Посмотрите, как они... Ой, я вам показывала их вначале, посмотрите, как выросли. Такие уже взрослые кошки. Уже сами кушают, сами в туалет ходят самостоятельно в правильное место. Такие бусинки. Так, друзья, мне надо ее унести, потому что она может забраться на самый верх и попытаться спрыгнуть. Она у нас хулиганка. Хулиганка пробует жизнь, так сказать, на вкус. Испытывает ее. Сейчас я к вам вернусь. Подождите. В общем, здесь у нас есть нотки шоколадного трюфеля. Да, я бы не сказала, что тут прям отчетливо звучит шоколад. Я вообще слышу здесь шоколадный пломбир, то есть есть какая-то сливочность. Ну, и здесь есть в аромате слива и орхидея. Орхидея – это выдуманная нота в парфюмерии, так что каждый слышит по-своему. Я, честно говоря, вот ее слышу как что-то такое сливочное, чуть-чуть свежее, но в то же время обволакивающее. И аромат густой вот в самом начале, а потом он прям очень легко звучит, и его можно когда угодно, где угодно. Вообще про черную орхидею, так, да, и про виолетовую орхидею так в принципе сложно сказать, но вот эта версия вполне носибельная когда угодно. Так, здесь поставим. Второй аромат. Это моя любимая Putana de Palacios. Мне кажется, я так редко о ней рассказываю, хотя я ее люблю. Но так получается, что за новыми ароматами, вот за какими-то, да, там новинками вообще года, оно все теряется, все любимчики. Но это манки аромат. Кстати, не сказала, это важно, во всех ароматах, да, вот этой подборки, те, которые манки, цепляющие, такие привлекательные, в них во всех есть обязательно какая-то гурманская нотка, да. Здесь вот такое сливочно-шоколадное мороженое. Здесь есть как будто бы свежая выпечка. Вот здесь какая есть нота, как будто ты сидишь в кофейне, листаешь свежую газету, либо журнал какой-то глянцевый. Тут есть фиалка, вот она дает такой аспект. Ты еще чувствуешь, да, вот этот вот, это утро самое, ты чувствуешь еще вот аромат помады, да, ты только что его нанесла, вот косметики какой-то, да, который только что вот ты пользовалась, такой свежестью. И пудра есть, и вот эти вот пудровые ноты косметические, какая-то целая картина возникает от этого аромата. И ты вот сидишь где-то в этой кофейне, листаешь журнал и чувствуешь свежую выпечку, круассаны, наверное. У меня вообще аромат ассоциируется именно с Парижем. Ну, это французский бренд, такой чисто французский, да, с французским же почерком.
Внимание уделяется самой сути, красоте, а вот, к сожалению, качество, да, тут качество флаконов подкачало, но качества аромата нет. Но флаконы у меня порядок. Так, давайте дальше. Это Луис 01 от Синонимов. Это аромат про вишню. Сразу скажу, какая тут гурманика. Вишня немножечко, она в, я не знаю, коньяк, наверное, коньяк, да, в коньяке. То есть есть такая немного алкогольная нота, но в то же время аромат, он становится кремовым, такой немножечко сливочный, густой, и чуть-чуть древесности есть. И самое главное, что он почему-то потом начинает звучать еще с какими-то косметическими оттенками. То есть, знаете, пудра, крем, но именно вот этой вот аспектом, как пахнет, да, не в смысле, что прям вот пудровость какая-то, нет, не в этом смысле. Аромат, можно сказать, что он вкусненький. Есть еще тут такой аспект, как будто бы это либо миндаль горький, либо это косточка вот этой самой вишни. Что-то вот такое здесь есть. Тоже в эту же подборочку. Так, тут даже, господи, тут даже как-то, так как у нас высокая влажность, у меня тут даже этикетка немножечко начинает отходить. Тут, знаете, паспорт, когда лежит вот так вот где-то, допустим, на полке, да, открытый, он начинает вот так вот весь искореживаться. Влажность. Жерабом Гоца. Аромат, который я его на себя нанесла, и мне что-то в нем зацепило, но я даже не поняла, что. Мне хотелось вот его как-то еще раз попробовать, поносить. Если бы у меня была возможность, я бы заказала от Левант, чтобы носить, но мне не было. Я сразу заказала флакон 30 мл. И вот, знаете, чем больше я его ношу, тем больше он меня затягивает. И больше открывается аспектов. Это необычная тубероза, она фруктовая, кто-то слышит какие-то тропические фрукты. Я слышу исключительно ананас, причем из консервированной банки. И самое интересное – это пачули. Они слышатся сразу. Кому-то напоминают ангел от Мюглер. Мне нет, слава богу, я не люблю ангел Мюглер. Мне они стали открываться, вот когда потеплело, они стали открываться таким шоколадным оттенком. Это очень красиво. Так, перейдем к отливантам. Это у меня отливант Bitter Peach от Тома Форда. Опять же, да, это персик, но он не какой-то вот такой свежий, или знаете, как бывает косметический персик, я его тоже люблю, но здесь нет. Здесь как будто бы печеный персик или такой сладкий в сиропе персик. Здесь есть опять же алкогольная нота, но самое классное, что на мне появляется пудровость, причем она появляется практически с самого начала. Я этот аромат ношу с осторожностью. Вот эти вот все, да, которые я перечислила, они звучат довольно деликатно. Их можно носить куда угодно, каждый день. Про Гоза говорят, что нет, но это экстракт, поэтому он очень стойкий, но у него шлейф не такой, что заполнит весь комнату. По крайней мере, на мне. Есть люди, которые мне пишут, что нет, вот он супер шлейфовый, но на мне не так. И люди, у которых спрашиваю, он говорит, да нет, не слышу, вот только когда ты приближаешься очень близко, да, или еще ветер, еще чтобы дополнительно подул, тогда да. Вот, так вот, с этим ароматом я осторожничаю, я наношу его, так, пришла еще одна кошка, взрослая, наношу его один пшик вот так на запястье, да, и один пшик вот сюда на шею под волосы на затылок. И не более того. И это для меня идеально. Я сама этот аромат слышу. Он не забивает рецепторы. Отвлекаюсь на кошек, друзья, простите. Не забивает рецепторы. И можно его тоже носить, опять же, куда угодно. Именно вот с такой дозировкой. Так.
Ой, ну, конечно, мой любимчик Ниранески от HFC. Тут опять есть мороженое, но оно сливочное в вафельном стаканчике и нота кожи. Тут как будто бы и какой-то вот я все время чувствую какой-то такой, знаете, ой, осенний, говорю, весенний воздух, сладкий весенний воздух, если вы понимаете, о чем я. Ну, в смысле, там как будто есть цветение уже в этом воздухе появляется. Вот о чем я, да, чтобы все поняли одинаково. Они как-то не стоят, не в ряд. А, вот. И кожаная куртка, и это мороженое, и есть еще нота рома здесь, но она не яркая. Я ее чувствую как ноту, как изюм такой, сухофрукт. Очень вкусненько, но в то же время это не прямо гурманика. Это именно аромат с нотами гурманики, очень-очень привлекательный. Вот прям шлейф его, он либо вас влечет за собой, просто, да, за ним пойти, либо сразу же купить такой же аромат. У меня Ульяшка дала сама мне пробник этого аромата, ей пришел с заказом. Я его стала носить при ней, и она, да, она его купила после этого, хотя в принципе не собиралась. То есть аромат именно вот в шлейфе красив. Так может показаться, что это какая-то ваниль. Да, ваниль, кстати, тут есть, надо не забывать. Ваниль тут более гурманская. Кстати, как и в Путане. Что-то я про ваниль-то и забыла. Ксержов Италика 2021 версия. Здесь сразу скажу, чтобы не забыть, тоже есть ваниль. Аромат сладкий, он вот сейчас на мне, он очень, ну, очень необычный. Здесь есть сливочность, опять-таки, здесь есть миндаль. Я когда про эти ароматы рассказываю, мне, видите, прямо слюну сглатываю. А, Здесь есть миндаль и есть какое-то вот ощущение холодных нот. Я даже не знаю, что дает это ощущение, но как будто бы это коктейль со льдом. Обязательно со льдом. Говорят, что этот аромат очень красиво открывается в жару. Я еще не носила его в жару, но на мне он уже красив и сейчас. Сладость, ванили, и есть немножко горечи, и вот это вот ощущение, да, что это коктейль какой-то, кстати, да, есть как будто бы какая-то алкогольность, вот типа Бейлиса, кстати, да, есть такой вот немножечко аспект, и как будто там еще есть лед. Очень интересно, как он откроется именно зимой, ой, летом, в жару. Вот, друзья, такая мне получилась подборочка. Спасибо вам, что вы были со мной, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, поставить палец вверх и обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, спасибо. Всем вам отличных выходных. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.